Сегодня мы в Тамыше, и я нахожусь рядом с символом этого села и вообще символом всего нашего народа, который олицетворяет победу и свободу Абхазии. Цена этой свободы досталась очень высоко. Тысячи смертей, сломанных судеб и разочарований. У каждого из них были свои надежды, страхи и сомнения. Сегодня мы познакомимся с Джамилой Ануа, жительницей села Тамыш, и узнаем о событиях, которые разворачивались здесь во время войны. Реверс. Джамила, расскажите, пожалуйста, что происходило перед войной? Знаете, я ехала в Сухум, меня отец на трассе провожал. Остановилась машина, остановились родственники. Это был Заза Зантари, его родной брат. Они были в военной форме, и между ними, между сиденьями лежал автомат. Я понимала, что они в гвардии, военной форме. Это мне было как бы не странно, но оружие, правда, я не видела. И мой отец спрашивает старшего брата: неужели война будет? Война будет обязательно, сказал он. Вот, и он говорит: в Абхазии две власти, одна из них победит. Я не знаю, что он имел в виду, и моему отцу не понравилось. Он сказал: какая победа, какая война, никто не победит в войне. Нет, он сказал, 100% будет война. В ночь на 14 августа, под утро 15 августа прогремел взрыв. Это наши взорвали мост на Нуарху, на повороте есть река Томыш. Этот мост был взорван. Ну, мост взорвали, танки уже идти дальше не могут. И что? Все танки стали заезжать в Нуарху к нам наверх. Скажите, это тот момент был, когда вы поняли, что началась война? Я, знаете, когда поняла, был обстрел моей улицы, и мы все побежали уже, обстрел был с вертолетов. И прям вот как будто вот эти цинковые какие-то крыши падают, вот такие звуки какие-то ужасные были. И мы, конечно, полетели, у нас вниз дядя живет очень далеко от моего дома, где-то может быть 600 метров. Мы туда к нему прибежали, и вслед за нами прибежали ребята без оружия. Но они готовы воевать, но оружия у нас, правда, не было. Вот. И вот тогда я сказала: слушайте, я не поняла, что вы мечетесь туда-сюда, и что вы взрываете, злите этих грузин. Они приехали, уедут. Они, говорю, моему папе сказали: вот у нас нет такой цели убивать население, там, уничтожать, мы должны дойти до Псу, мы вернемся за 3 дня. И мне тогда мой родственник моей фамилии, был такой бедный Беслан, он сказал: ты что, глупая? Началась война, и не 3 дня, не 3 месяца, она будет длиться годами. Вот тогда мне стало страшно, я на него напала, я говорю: что ты говоришь, с ума сошел, какой год? Сейчас они уедут. И вот после этого я уже стала задумываться, я поняла, что я даже в какой-то момент я злилась на наших ребят, почему вы оказались в сопротивлении, а то бы грузины уехали. Вот такой момент был. Я все потом, конечно, мы стали понимать, потому что командующий фронтом, он сказал, у них была цель захватить наше правительство, наших парламентариев и просто водрузить грузинский флаг и упразднить нашу Абхазию, и все. Поэтому, конечно, наши ребята по-другому поступить не могли, я уже, конечно, впоследствии это понимала. Вы говорили, что когда первые трупы были грузинские, за ними пришли и просили их отдать. И их просто так отдали, даже ничего не попросили. Но Аслан, да, кажется, это он, вы сказали, передавал, попросил женщину спросить своих грузин: почему вы пришли сюда воевать, за что вы нас убиваете? И ребята же, оружия не было, они говорят: Аслан, попроси автоматы, 5 автоматов, 10 автоматов. И бедный Аслан говорит: если я погибну на территории, да, вражеской, и за меня у вас попросят выкуп, что вы можете им дать? Это разве по-человечески? Как можно торговать трупами, он сказал. Нам нужно оружие, очень нужно, но взамен трупам я не могу ничего просить. И этой женщине сказал: забирай, пусть забирают трупы, и он сказал: просто спроси своих соседей, что мы им сделали, что они идут против нас воевать. Как вы думаете, почему именно этот вопрос он и задал?
Ему, как адзюбженцу, да, выходцу из Адзюбжи, непонятно было, понимаете, это не те грузины были, которые приехали из Грузии, да, а соседи. Почему они не так себя ведут? У всех абхазов возникает именно этот вопрос. Почему наши грузины так себя повели? Почему все зверства, которые совершались, были именно местными грузинами? Мы не можем понять. Никогда у абхазов не было вот такого, знаете, грузины, вы здесь живете, уезжайте там в свою Грузию и так далее. Что требовали? Я уже говорила, вот дайте телевидение на родном языке, дайте родной язык в наших школах, но никогда не требовали, чтобы грузин здесь в Абхазии не было. А грузины почему-то приняли тех грузин ближе, они посчитали их более близкими. Конечно, это этнически одна нация, они, конечно, их братья, но они приехали из Тбилиси. Аслан тоже понять не мог, но он себя спрашивал, что и когда мы сделали не так, что вот они решили вот так поступить. Расскажите, что было вот после войны, после всех этих событий? Наверное, материальных трудностей мы не боялись, были моральные трудности. Очень люди изменились после войны. Ведь война все равно оставляет следы. Нас никто не реабилитировал. Мы все очень болезненно все воспринимаем. Потом очень многие потеряли своих родных. Вы знаете, я не потеряла во время войны своих родных, но один брат заболел. И в итоге он умер в психиатрической больнице. Другой у меня заболел, в 16 лет пошел воевать, в 19 после войны он уже заболел сахарным диабетом. Да, вот такие были трудности моральные. В войне мы говорим, мы такие гордые, мы 30 сентября, я никогда я единственная не могу не спуститься к памятнику вот, для возложения цветов. Но это для меня не праздник, потому что, я не знаю, наша жизнь, она очень сильно перевернулась. Я не знаю, как бы мы жили, если бы не было войны, какая была бы у меня жизнь. Но мне кажется, что она была бы другой. Чем вы занимаетесь в проекте? Я ведущий воркшопа, стараюсь быть независимой и нейтральной, не поддерживая какую-либо сторону, помогать людям, поговорить об услышанном. И если я чего-то не понимаю, я дополнительные вопросы задаю, я слышу эти ответы, и я считаю, что я как бы ведущий, вот, направляющий. Не придерживаетесь какой-то стороны, нет, да? Там, нет. Какого-то участника не Нет, поддерживаете? вы знаете, а тогда я уже участник, а не фасилитатор, поэтому я стараюсь быть нейтральным. Очень многие даже не знают, какое у меня мнение, потому что я знаете, я говорю даже на воркшопе, давайте я сейчас как участник поговорю. Люди должны сами приходить к какому-либо выводу. Есть разные механизмы, как это можно сделать. Я слышал, да, что вы одна из первых, кто пришел в Гудауту, да, и провел там воркшоп. Можете поделиться впечатлениями, как вас приняли там гудаутцы, да, почему они вообще пришли на воркшоп? Я раньше всегда думала, что гудаутская часть, она более счастливая в плане, что вот не как восточная часть Абхазии, да, что именно вот как у нас на наших территориях, да, танки зверствовали, там наши дворы все заминированы были. Я считала, что мы такие ущербные, несчастные, даже не только участники военных действий, да, даже все население, я так понимала. Но когда я приехала в Гудауту, я поняла, что в Гудаутах, знаете, вот такое ощущение, что как будто их вообще забыли, что вот они тоже были участниками войны. Да, именно в городе Гудауты танки не ездили грузинские, да, но люди, такие как Мери Борисовна Тхагушева, такие как Гугуца, да, которые во время войны ни один день не сидели дома, а делали все, что могли для солдат, для раненых, для тех, которые с восточной стороны, из Абхазии туда прилетали. Столько наших людей из Восточной Абхазии, Гудаута столько выдержала, и людей об этом не спрашивали. Люди это никому не рассказывали, то, что они пережили, и то, что они для победы сделали. И они стали такие вещи говорить, и я поняла, что как можно было 30 лет к ним не подходить и не спрашивать: слушайте, как вы сегодня живете?
А как вы себя чувствуете? Вы же уже взрослые люди, не дети, да? Во время войны вы были молоды. Понимаете, и я поняла, что мы сделали правильный. Вот такой Получается, выход. вы дали выговориться. О, да. Вы сказали, на воркшоп приходят там 6-10 человек, да, и они прослушивают абхазские, грузинские интервью. А что потом? Ну, какое-то развитие есть вообще? Вот, ну, они прослушали, а потом что, просто уходят? Делают выводы. И нам не нужно объяснять, почему они это слушают. Они сами говорят. Нам одна женщина сухумская сказала, для меня было очень важно. Я никому не рассказывала то, что вам рассказываю. Потому что они, когда прослушивают какой-то эпизод, они начинают говорить свою историю. И это их отпускает. Конечно, они не просто уходят. Другая девушка из Гала, она говорит, я поняла, что меня могут услышать. Я все время боялась, что если я буду озвучивать какие-то свои точки зрения, что вот она этническая грузинка, у нее мама абхазка, и я боялась, что меня неправильно поймут. Я поняла, что меня вы понимаете, вы меня слышите, и вы меня научили говорить и слушать, и слышать. Все участники проекта говорят, что это социально-психологический проект. У нас же не было никакой реабилитации после войны. Мы думаем, что только участники войны должны быть реабилитированы. На самом деле все население. Я как вспомню, по каким лесам, по пояс в воде мы бегали, и поэтому для нас это очень важно. Вы знаете, я до сих пор не люблю звук самолетов, потому что у меня все время ассоциируется это с 92-93 годом. Поэтому я думаю, что да, это не просто уходят от нас. Они отпускают вот эти обиды, может быть, злость, да, они понимают, что нужно переходить на другой уровень и переходить на другой этап. Войну нужно помнить, но не злиться. Понимаете? Потому что это зло, оно разрушает человека. А вот участник, он может, пройдя ваш воркшоп, встретиться онлайн с грузинами и пообщаться с ними? Какие вещи говорят гудаутские женщины по этому поводу? Они сказали, обязательно нужно встречаться с грузинами, потому что никогда грузины не будут знать наше мнение, если мы не будем с ними разговаривать. А то, что там, знаете, как это третья сторона или сарафанное радио, это не срабатывает. И поэтому нужно встретить. И это говорила взрослая женщина, которая уже за 70. Поэтому, и которая всю войну, она внесла большой вклад в в победу, да, и она говорит, я говорю постоянно, я все время говорю, что нужно разговаривать. То есть вы считаете, что диалог важен Обязательно сейчас? нужен. Конечно, важен, да, и почему мы должны, если есть такие технические возможности, почему мы должны сидеть, мы сидим и общаемся в онлайн. Я думаю, что это нормально. У нас по традиции в конце нашей программы блиц-опрос. Я буду задавать короткий вопрос, вы отвечаете по возможности коротко. Ваш девиз? Ну, наверное, не сдаваться. Жизнь до войны или после? Ну и до, и после есть, и там хорошее. Поэтому мы, конечно, делим свою жизнь на до и после. Ну, наверное, до. Диалог или требования? Нет, требования никогда. Это требование, это ультиматум, да? Нет, диалог, конечно. За что вы благодарны жизни? Ну, за людей, которых, наверное, я встретила в своей жизни. Мне везет с людьми. Очень много хороших людей я встречала в своей жизни. И встречаю. Спасибо большое, Джамила. Спасибо вам.